После смерти матери маленький мальчик по имени Дэниел остался жить с отцом. Сначала все казалось нормальным, насколько это возможно в таких обстоятельствах. Но с течением времени поведение Дэниела начало меняться. Он стал часто опаздывать в школу, приходил с потухшим взглядом и нередко засыпал прямо на уроках. Учительница, мисс Эллисон, сначала решила, что он просто невоспитанный и ленивый. Она делала ему замечания, записывала в дневник, пыталась поговорить, но мальчик лишь молчал и кивал. Однажды, проверяя контрольные работы учеников по математике, мисс Эллисон наткнулась на странную надпись, выведенную мелкими неровными буквами между строк. «Помогите». Это было написано на бланке Дэниела, незаметно, как будто он боялся, что кто-то еще это прочтет. Учительница замерла. Она перечитала снова и снова. Это не была ошибка или детская шутка, в этих буквах чувствовалась настоящая просьба о спасении. На следующий день она решила не оставлять это без внимания. После уроков она задержала Дэниела и спокойно, без давления, спросила, что значит эта надпись. Мальчик сначала молчал, потом опустил глаза и дрожащим голосом рассказал все. Его отец начал пить почти сразу после смерти жены. Каждый вечер он напивался до потери сознания, а потом начинал кричать, громко ругаться, иногда швырять вещи. Ночью он не давал Дэниелу спать, а утром тот вставал как мог и шел в школу, вымотанный и измученный. Есть дома было почти нечего, а о заботе и поддержке и речи не шло. Мисс Эллисон сразу поняла, что дело серьезное. Она вызвала полицию и социальные службы. Уже на следующий день мужчину задержали, и началась проверка. Вскоре было решено, что Дэниел не может больше жить с отцом. Его передали под опеку бабушки по материнской линии. С тех пор многое изменилось. Дэниел стал приходить в школу вовремя. Он больше не спал на уроках, начал активно участвовать в занятиях и даже стал чаще улыбаться. Учительница заметила, как в нем постепенно возвращается то, что, казалось, было навсегда утрачено детство.